Всем привет! Значит, хочу сегодня рассказать несколько моментов по копчению, где люди допускают ошибки. Вот. Ну, в принципе, почему получается, бывает, горчит, почему получается не всегда красиво, почему получается не всегда так, как в магазине и так далее и тому подобное. Конечно, простите за вот этот вот фоновый шум, я сейчас стою под тентом, идет дождь, но тем не менее хочу рассказать. Самое первое, что нам надо сделать, это нужно высушить продукт, который мы будем коптить. То есть мы сделали засолку, мы посолили, там, поперчили. Потом в итоге мы просто окунули в воду, оно все смылось и положили вот на ту же решетку, на которую у нас будет коптиться, или подвесили, если у нас там коптильный столбик, еще какая-нибудь. И просто дали обветриться. Если мухи, если солнце, включите вентилятор. С вентилятором мухи не сдюжат. Вот, ну или просто обдуйте руками. По большому счету, вот сегодня на такой пасмурной, довольно-таки дождливой погоде. Вот такая вот погодка сегодня. Курочка эта простояла где-то около 40 минут. Вот, она совершенно сухая. И теперь переходим к коптильне и смотрим дальше, что нам нужно делать. Значит, следующий момент, на который тоже следует обратить внимание. Опилки ольха можно приготовить самостоятельно, можно купить. Вот, можно нарезать чурочек ольховых. Ольхи, по крайней мере, у нас в Беларуси растет полным-полно. Коптить можно на любых плодовых деревьях, но кроме ольхи горчит все, буквально все горчит, а яблоко еще и кислотой отдает. На мою коптильню хватит вполне вот такой жмень опилок, больше не надо. Вот, то есть наша курица, она прокоптится, ну чуть-чуть, вот так вот можно. Потому что многие там сыпят по чуть ли не весь пакет, вот жменьки этой хватает. Значит, опилок много не надо сыпать. И, естественно, чтобы был красивый цвет, и чтобы не горчило, не кислило, лучше только ольху использовать. Вот, дуб можно использовать, но почти что все кислит, горчит. Яблоко кислит, а все остальное может горчить. Сейчас мы вставляем сюда наш поддон для сбора жира. Не обращайте внимания, то, что он ржавый. Можно застелить фольгой, можно не застилать, все это чушь. Если вы часто коптите, он у вас будет таким же. Ставим курицу. Неважно, курица, рыба, мясо. Ставим в коптильню. И так как мы коптим на улице, еще один нюанс. Не заливаем гидрозатвор. Это никому здесь не нужно. Вообще никому не нужно на улице гидрозатвор. Да, гидрозатвор, он как раз-таки нам даст ту влагу, от которой мы так усердно и усиленно избавлялись. Потом еще одна ошибка. Вполне нам хватит вот такого вот костерчика. Здесь уже, кстати, можно использовать говняные дрова, то есть там елку, сосну. Вот, не надо там даже березовнику использовать. Большого пламени не надо. Вот этого нам вполне хватит. И как я сказал, ни в коем случае не заполняем гидрозатвор. Как из трубочки пойдет дымок. Не ждем долго, через 10 минут после этого открываем крышку, стравливаем дым и потом коптим дальше. То есть, ну, буквально на секунд 30. Стравливаем дым, ни в коем случае ничего не переворачиваем, не переделываем, не меняем. Смотрите, по большому счету наша коптильня, да, получается как такая духовка, как духовой шкаф. Кстати, давайте заглянем, пока что еще температура не стала подниматься. Вот. У нас просто как духовка. То есть наше небольшое количество опилок даст как раз вот это вот копчение, даст вот этот вот прекрасный цвет, такой желтенький, копченый. Даст определенный аромат копчености, но одновременно не будет вот этого вот нагара, угара, потому что многие там придумывают крышки какие-то хитрые ставить, многие придумывают там водой обливать, мыть. Все это, ребят, чушь, все это не то. Вот, просто не надо лишнее увлажнять, очень важно высушить наш продукт, чтобы он был совершенно сухой. Если на ветру высушить не получается, можно взять, есть продаются салфетки бумажные, и салфетками просто промокнуть, протереть. Вот. И, то есть, при копчении очень важна сухость. Потом, что не перебарщивать с температурой, лишний дым стравливать, как раз-таки вот за эти 10 минут, что я сказал, ну, в случае с курицей. Да, в любом случае все коптится больше 10 минут. Практически все коптится больше 10 минут. То есть у нас выгорят все опилки, наш продукт получит нужный цвет,
мы дымок просто стравливаем лишний, и у нас, как в духовочке, продолжает все просто дальше готовиться, запекаться. Ребят, вот вы видите, маленько пошел дымок, вот, из трубочки. Конечно, со всех сторон тоже будет переть, так как гидрозатвор у нас все-таки не закрыт. Как я уже говорил, гидрозатвор только для дома, здесь он нахер не нужен на улице. Вот, то есть я сейчас становлю на таймер на 10 минут, и как раз за 10 минут эти опилки прогорят, я выпущу остатки дыма, и лишние, может там какие-то чуть-чуть опилочки останутся, как раз они дадут немножко дымка, чтобы все-таки в среде этого дыма все у нас готовилось до конца. Ну вот, ребят, прошло 10 минут, да? Температура. Ой, дым. В глаза посмотрите. Поднялось, сколько у нас там? Где-то 130 градусов, да? Ну, в принципе, нормально. Вот. Так, ну давайте откроем крышку и проветрим. Вот, обратите внимание. Курочка продымилась. Запекаем ее дальше. Ну что значит, пришло время снимать коптильню мою. Собственно говоря, все уже готово. Давайте сейчас откроем и посмотрим. Как вы можете посмотреть, дым уже не идет из самой коптильни. Курочка вот в таком вот виде. Вот. Очень красивая. Ну что значит, ребят, то есть сейчас я хочу сказать, что курица получила, ну то есть любой продукт, какой бы там ни был, он получил свою порцию дыма. То есть он получил цвет, вот как мы видим, а дальше уже доготовился. Сейчас, значит, перед тем, как ее открывать, вам показывать, я предпочитаю вообще птицу или любое копчение есть в холодном виде. То есть остынет. Я сейчас ее выставлю, она остынет, поставлю в холодильничек, и через часика 4, как раз наступит время ужина, я ее открою, ну, разрежу и покажу вам. Пока что становлюсь на паузу и вынимаю, просто на этой же сетке будет стоять, остывать. Ну что, значит, вот курочка подстыла. Давайте сделаем небольшой срезик и попробуем. Видите, какое мяско? Ароматно, вкусненько. Ребят, это, конечно, что-то с чем-то. Только знаете, что мало сольки, мало посолил. Надо было посолить чуть-чуть еще. Но это досолить всегда можно. Значит, еще есть пара нюансов, про которые я забыл сказать. Многие советуют опилки замочить. Я скажу, что опилки замачивать не надо. Вот это не вода, вот это жир. Жир, который выступает сквозь кожу. Как вы видите, курица получилась сочная, жирная, вкусная, снаружи сухая. То есть как раз таки замачивание опилок – это опять же возврат к той же влаге, которую мы удаляем. И точно так же, как я сказал, надо не перебарщивать с температурой. У меня курица готовилась долго, но я старался не превысить 130-135 градусов. Ну, я имею в виду не на огне снизу, а в самой коптильне. У меня термометр, как вы видели, есть. Вот. Она, конечно, готовится дольше. Но жир, который, естественно, капает на поддон, если мы дадим большую температуру, он начнет гореть, и у нас курица начнет приобретать, ну, такой поганый привкус, вот, который есть, часто встречается у начинающих коптильщиков. Вот. Также некоторые рекомендуют заворачивать в фольгу опилки, некоторые рекомендуют не заворачивать. Я вам скажу, наплевать. Честно сказать, все равно, как бы вы ни следили за своей коптильней, через раз 5-10 она у вас превратится в то, что вы видели, превратилась у меня, и в таком состоянии она будет постоянно. Вот. Ну что, ребят, курочка получилась просто зачетно. На этом все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. Если есть вопросы, возможно, конечно, я что-то забыл, какие-то нюансы. Задаем вопросы или же подсказываем какие-то свои нюансы, которые, возможно, я тоже забыл упомянуть, или я что-то не знаю, а вы знаете лучше меня. Делимся, набираемся информацией, и, подписавшись на канал, те, кто пришли новые зрители, не забываем нажать колокольчик и поставить галочку для того, чтобы получать уведомления о новых видосиках. Все, ребят, всем пока и до встречи на канале.